Ребят, всем привет! Итак, чтобы выложить в Instagram в сторис, либо ВКонтакте, тоже в истории, результат вашей работы за первую неделю, давайте проделаем следующие действия. У вас будет сцена Vik01 Demo, она будет называться, и сюда нужно будет импортировать ваш риг. Давайте это сделаем. Так, импорт. Ну, например, вот возьмем риг Никиты и сюда импортнем. Так, допустим, здесь укажем, что это Ruby. Окей. Импортируем. Вот риг подгрузился. Все хорошо. Теперь давайте поднастроим камеру. Для этого вот здесь выделяем RenderCam Control. И здесь можно настроить высоту камеры. Можно вот так вот отключить, чтобы у нас в випорте это не крутилось. И подрегулировать, да? Высоту, либо немножко подрегулировать угол камеры и также дальность. И я сделал здесь группы, в которые нужно будет раскидать группы вашего рига. В первую группу мы кидаем хайпольку, которую вы подготовили. Это вот Ruby GeoGRP. Сюда закидываем. Прокси давайте отобразим. Закинем вот сюда. И риг закинем вот сюда. То есть костяшки, да? И получится вот такая вот штука. Здесь уже анимированная камера в сцене. И вот такой вот будет вокруг пролет. И сначала там идет хайполи моделька. Потом она скрывается. Появляется лоу-поли моделька. И затем появляются костяшки. Отображаются костяшки. Ну и в принципе пропсы можно пока что скрыть, чтобы они не отображались, да, пока что. Так, вот давайте посмотрим. Скроем. И это что-то еще там есть. Это вот все скрываем. Окей, также в сцене здесь настроен свет. Можно нажать семерку. Так, здесь я уже включил. Все окей. Так. Ну и в принципе давайте включим отображение полигонов, да, чтобы отображалась сетка. Все-таки важнее показать сетку, которую вы подготовили. И нам осталось просчитать PlayBlast. Так, давайте сейчас проверим еще настройки. Обязательно это посмотрите, да. Возможно, в сцене у вас может что-то слететь. Так, в настройках здесь должно стоять 1080, значит, на 1920. Все окей. Так, и перед тем, как посчитать PlayBlast, еще сделаем, чтобы костяшки у нас подсвечивали. Для этого можно просто группу вот эту вот выделить, и все. Ну, либо, если хотите, можно создать слой и его покрасить, чтобы у вас костяшки отображались. Так, и следующим пунктом нам осталось это все отрендерить. И перед этим нужно будет выключить Resolution Gate. Вот здесь вот. Так. И в PlayBlast, давайте вот так вот я reset сделаю, мы укажем. Это все оставляем. Здесь выбираем формат QT. Encoding выбираем H264. Quality можно поставить 100, она там особо не влияет. И здесь ставим from render settings обязательно, display size. Так, здесь scale единичку ставим. И все, и давайте сохраним. Так, Vik01 Demo. Так, и вот у нас оно вот сюда в папку проекта сохранится. Я уже здесь рендерил, давайте еще я переназову, будет 3. Save. Так, после того, как у нас уже все настроено, жмем Apply. И наш PlayBlast просчитается. Так, вот посмотрим наш PlayBlast на 10 секунд. Окей. И вот такая вот штука получилась. И, кстати, если у вас отображаются костяшки как-то узко, да, мелко, можно вот здесь вот в Animation, Joint Size их поднастроить. Допустим, чуть побольше сделать, чтобы они вот такие вот были. Ну, в принципе, то, что у нас получилось,
целом окей. Далее отрендеренный файл нужно будет закинуть к вам на телефон. Но я думаю, что у вас не должно возникнуть с этим никаких проблем. Допустим, подключаете свой телефон к компьютеру, да, и там вот, допустим, в папку download или куда-то просто в корневую папку закидываете. Либо вы можете, допустим, в Telegram себе отправить в избранное, залить на компьютере и уже в Телеграме подгрузить. И там надо будет сохранить в галерею. Так, после того, как вы загрузили PlayBlast на ваш телефон, в Инстаграме открываем историю. Тут выбираем PlayBlast. И давайте добавим еще текст внизу. Пропишем следующее. Учусь Ригу на курсе Rigging Maya. Так, ставим собачку. И вот у меня здесь уже можно выбрать Rigging Maya. Но если вы не подписаны на страничку, я вам скину. Либо вот так вот пропишите, да, чтобы потом люди смогли перейти по этой ссылке. Так, давайте вот так вот сделаем окантовку. И сюда вот вниз опустим. И добавим еще один текст. Добавим, какой вы результат получили. Напишем следующее. За первую неделю подготовил mesh, сделал прокси и создал кости. Так, давайте вот сделаем, чтобы было в 2 строки. И вот сюда вот вниз опустим. В принципе, все. Сильно только вниз не опускайте, так как там, вот как видите, будет еще отправить сообщение. И еще какие-то кнопки, чтобы это все не заграждало надписи. И осталось запостить сторис. То же самое делаем во ВКонтакте. Выбираем здесь PlayBlast из файла. И также пропишем текст. Только здесь немножко будет отличаться название группы. Она будет называться Rig Pro Workshops. Так, давайте здесь тоже добавим окантовку. Сделаем в 1 строку. Так, и добавим текст с результатом. Вот и все. И нажимаем «Опубликовать».